времени, когда необходимо было постоять на страхе. Я поприветствую соседа, скажу: слава Богу, что ты пришел сюда сегодня. Это еще одно время, когда мы с вами можем побыть в Божьем присутствии. Ты знаешь, сегодня Господь меня поднял где-то порядка 5 часов утра и начал показывать мне очень интересные картины. Я задумался, зачем, Господь? Мы все часто ждем того момента, многие христиане ждут того момента, когда они умрут и попадут в Божье присутствие, потому что они верили в Иисуса. Но если мы видим, посмотрим в Библию, мы видим совершенно другие вещи. Иисус говорил о том, что Он пришел явить сюда сам Отца. Он не сказал, что нужно ждать, когда нужно умереть, для того, чтобы попасть в Божье присутствие. Интересно, что зачастую люди говорят, когда человек уже умер, говорят ему: Царство ему небесное. В оригинале текста вообще Царство небесное и Царство Божье — это одно выражение. Если вы посмотрите Евангелие от Отца сегодня здесь, на этом месте. И самое интересное, что Бог сегодня хочет явить славу свою в нас, людях, живущих здесь, на этой земле. Не ожидая, когда ты умрешь, когда-нибудь, возможно, ты встретишься с Творцом. Он говорит: я хочу, чтобы Его присутствие присутствовало здесь, в вас. Библия говорит о том, что Царство Божье — это царство праведности, мира и радости. Это переживание Божьей славы сегодня, здесь, на этом месте. Не когда-то, возможно, в будущем. Библия говорит о том, что если мы сегодня в Нем будем здесь, на этой земле, и будем переживать Его славу, Его Дух будет формировать наш характер, будет вырабатывать в нас плоды Царства Божьего, плоды Духа Святого, тогда у нас появляется уверенность внутри себя и гарантия того, что если мы с вами, когда мы умрем, Библия говорит, что тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, Он оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Он сегодня должен жить в верующем. Он сегодня должен формировать человеческий характер. Сегодня Дух Святой должен преобразовывать жизни во время твоего земного служения здесь, а не когда-нибудь в вечности. Потому что вечность, которая наступит, как мы понимаем, после смерти, Библия говорит, что вечность уже начинается у нас, когда мы принимаем Иисуса как Господа и даем возможность Святому Духу формировать нашу жизнь. Я думаю, на это стоит сказать слава Богу. И Бог нас призывает жить вместе с Ним сегодня. И это прекрасное время, когда мы с вами можем сегодня еще побыть здесь и сотворить атмосферу Царства Божьего. И перед началом собрания я хочу, чтобы Царство Божье начало раскрываться больше. Библия говорит, что есть некоторые характеристики Божьего Царства. Это присутствие мира внутри. Если ты чувствуешь мир внутри, это первое, что открывает в тебе, что начинает приходить Царство. Если у тебя внутри беспокойство, переживания, страхи, Библия говорит, это не является Царством Божьим. Еще очень важная вещь, когда приходит Дух Божий, приходит Божье Царство, Библия говорит, это присутствие радости внутри человека. Поэтому сейчас я хочу, чтобы мы отложили все заботы, беспокойство, проблемы, отложили болезни, немощи, все, что причиняет нам всякую боль, и сказали: Иисус, я хочу сегодня, чтобы приходила Твоя благодать, чтобы приходило Твое Царство, чтобы оно захватывало мою жизнь, чтобы сегодня я имел отношения с живым и воскресшим Богом, и чтобы Царство для меня становилось реальностью каждый день. Чтобы люди, которые вокруг меня, они начали замечать, что со мной что-то происходит. Я не такой, как я был когда-то раньше. Что-то начинает происходить со мной. Я начинаю улыбаться, когда я не делал этого раньше. Я перестаю нервничать, как я нервничал раньше. Я перестаю психовать, как я психовал раньше. А с меня начинает выходить Царство Божье. Начинает присутствовать благодать Божья, милость Божья, величие Божье. И оно начинает распространяться через меня на других людей. Это и есть приход Царства Божьего. Оно как семя, которое начинает прорастать и приносить обильные плоды и результаты. Скажи аллилуйя. Это важно. Это очень важно. И поэтому перед началом давайте сотворим правильную атмосферу. Поэтому давайте помолимся, попросим Духа Святого совершить свою работу. Господь, мы
сегодня за это прекрасное время. Мы благодарим Тебя за то, что мы сегодня можем соприкасаться с Тобой каждый день в нашей жизни. И мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел нас спасти нас от старого ветхого человека. Ты пришел избавить нас от всякого зла, от всякого неверия и непонимания. И Ты пришел для того, чтобы Твое царство, оно просто распространялось в нашей жизни. Оно захватывало все сферы нашей жизни и приносило исцеление. Чтобы Твое царство, оно распространялось через нашу жизнь на других людей. Господь, поэтому я прошу Тебя сегодня очисти всякого из нас, Господь, от всего неугодного и ненужного, Господь, в нашей жизни. От всякой злобы, от всякой суеты, от всяких страхов, от всяких болезней. Я провозглашаю на этом месте полную свободу от всяких беспокойств. Всякий дух, который стоит нечистый за этим, да уйди с этого места во имя Иисуса. Да придет Царство Божье, да придет жизнь, да придет радость, да придет победа, да придет торжество, да придет милосердие, милость, радость, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя. Всякий тягарь из сердца да уйдет. Всякая тяжесть да уйдет прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа, Господь. Если есть какие-то препятствия между нами, то мы попросим Тебя, очисти нас сегодня, прости нас, избавь нас от всякого рода зла. И жизнь Твоя наполнит наше сердце. Дух Святой, мы, Боже, жаждем большего движения Твоей славы. Боже, приди еще больше в нашей жизни. Еще больше закрой всех сфер нашей жизни Твоей славы. Аллилуйя. Господь, Ты являешься самым желанным и самой главной личностью здесь, на этом месте. Господь, Ты самый уважаемый и почитаемый здесь. Господь, это все собрание, оно, Господи, во славу Тебе. Во славу Твоему Духу Святому, силе Твоей, могуществу Твоему, проявлением славы Твоей, распространению Царства Твоего. Аллилуйя! Аллилуйя! Боже, мы благословляем Тебя! Мы благословляем Тебя! Боже, мы почитаем Тебя! Мы уважаем Тебя, Иисус! Мы уважаем Тебя! Мы благодарим Тебя за очищение, за прощение. Мы благодарим Тебя за то, что мы имеем прямой доступ к Отцу в одном Духе. Мы благодарим Тебя за то, что приходит единение, приходит Твой божественный покой, Твой божественный мир. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Твоя любовь, которая приходит сейчас, она вытесняет всякий страх. Господь, Твоя слава, жизнь Твоя, которая приходит прямо сейчас, она освобождает от всякой болезни и немощи. Господь, я благодарю Тебя, что прямо сейчас приходит Твое освобождение. Уходит всякая тяжесть и приходит жизнь. Приходит жизнь. Аллилуйя, слава, слава. Слава Тебе, Господь. Мы благословляем Твое святое имя. Мы благодарим Тебя за это прекрасное время. Господи, мы уверяем его полностью в Твои руки. Господь, мы хотим, чтобы Ты делал сегодня здесь все то, что Ты запланировал. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Твоя слава сегодня действовала здесь и делала то, что она хочет. Господи, не наши желания, но Твои. Не наши слова, а Твои слова. Твои откровения, Твоя мудрость, Твоя слава и возвеличивание Твоего святого имени. Потому что Ты единственный, который достоин. Ты единственный, который достоин всякого поклонения, всякой славы. Аллилуйя. Слава, слава, слава. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Повернись к соседу, скажи: Иисус живой. Аллилуйя. Очень есть интересная вещь. Я когда первый раз столкнулся с этим откровением, это не просто фраза. Интересно, что Иисус воскрес в теле. Иисус воскрес в теле. И сегодня Он присутствует во Вселенной в теле. В физическом теле. И у очень многих людей была встреча с этим воскресшим человеком, который является Богом. Это трудно объяснить, как это понять, но это трудно понять человеческому уму. Это человек, который сегодня в теле. И это Бог, который существует вечно. Аллилуйя. Слава Богу. Ну что, давайте присядем на 1 минуту. Я хотел, чтобы мы с вами
поприветствовали наших гостей сегодня. Прекрасные гости. Мы пригласили служение партнеры по жатве, да, служение премии «Огонь». Мы пригласили Владимира Храбко. Это координатор служения. Давайте поприветствуем. Это Павел и Виля Плохотины. Давайте поприветствуем. Для нас очень большая честь, что вы приехали к нам. Я вообще удивился, как вы отреагировали на, так безоговорочно. Мы вообще очень счастливы. Спасибо, что вы приняли наше предложение. Вот. Ну и Павел у нас исполняет авторские песни. Он пастор в церкви в Днепропетровске. Он служит Господу могущественным образом. Павел, я хочу, чтобы ты вместе с нами как бы прославил Господа сегодня. Может, поделиться вначале чем-то. Тебе слово, пожалуйста. Я, во-первых, приветствую каждого из вас, друзья. Кого-то я уже знаю, кого-то вижу в первый раз. Но это не важно. Самое главное, что Дух Святой здесь, на этом месте, и Он на самом деле соединяет нас. И как уже Николай сказал, что Господь Он в теле, Бог Он в теле, Бог Он в церкви, потому что церковь это тело Иисуса Христа. Корректируют по ходу дела, то есть мне придется как-то так петь, да, я понял? Микрофон блокирует. Да, надо что-то придумать. Лучше в эту сторону буду наклоняться. За микрофон помолиться, видите? Высвободи людям служение. Скорее всего, не ведает. Теперь выше. Видите? Микрофон способен поднять нам настроение. Второй раз были очень серьезны. Сейчас легким движением руки. Нет, теперь поверните. Вот. Руки превращаются. Шорт элегантный, да? Есть два добровольца, чтобы держать. Один стойку, другой этот гусачок. Вот так вот, хорошо. В духе поддерживайте просто. Хорошо, друзья, давайте мы будем прославлять Господа. Окей? Давайте поднимемся на наши ноги. Откроем свои сердца перед Ним. Самое главное в нашей хвале это наше сердце. Потому что, конечно же, Бог безусловно слышит то, о чем мы поем. Но Он прежде всего смотрит на то, с каким сердцем мы прославляем Его, с каким сердцем мы поклоняемся Ему. Потому что Бог ищет тех, чьи сердца вполне преданы Ему. И у каждого из нас всегда есть выбор. Мы всегда выбираем, с каким сердцем мы приходим к Господу. Либо мы приходим с сердцем, которое жаждет Его, которое любит, которое готово Его прославлять. Мы открываем свое сердце для того, чтобы любить Его, славословить, благодарить. Либо наше сердце может быть закрыто. Поэтому давайте лучше пусть наши сердца будут открыты. Аминь? Аминь. Слава Господу. Царствие Твое, да будет воля лишь Твоя. Отче, придет царствие Твое, да будет воля лишь Твоя. Отче, на земле, как Ты на небе, на земле, как Ты на небе, на земле, как Ты на небе, воля Твоя. На земле, как Ты на небе, на земле, как Ты на небе, на земле, как Ты на небе, воля Твоя. Насущный хлеб, Отец, нам дай, насущный хлеб на этот день.
долги, как мы прощаем должника. Наши ему служение не веди, но от лукавого изба. Жизнь нашу пусть будет на земле, как и на небе, на земле, как и на небе, на земле, как и на небе, воля твоя. На земле, как и на небе, на земле, как и на небе, на земле, как и на небе, воля твоя. Господь, мы призываем Твое имя. Мы призываем Твое имя на это место. Мы призываем Тебя, Иисус. Мы призываем Тебя, Дух Святой. Приди, 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 Господь, больше. Приди больше. Приди своим присутствием. Мы открываем свои сердца перед Тобой, Господь. Мы открываем свои сердца перед Тобой. Ты достоин, достоин, достоин всей хвалы. На земле, как и на небе, на земле, как и на небе, на земле, как и на небе, воля твоя. На земле, как и на небе, на земле, как и на небе, на земле, как и на небе, воля твоя. На земле, как и на небе, на земле, как и на небе, на земле, как и на небе, воля твоя. На земле, как и на небе, на земле, как и на небе, на земле, как и на небе, воля твоя, воля твоя. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты приготовил для нас самое лучшее, самое прекрасное во Христе Иисусе. Что Твоя воля для каждого из нас, она во благо, она не на зло, чтобы дать нам будущее и надежду. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что у нас великолепное, прекрасное будущее во Христе Иисусе. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты своим светом просвещаешь наши жизни, что Ты своим светом, Господь, просвещаешь всякую тьму. Мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Знаете, очень простая истина есть о том, что есть жертва хвалы, это плод наших уст. Поэтому, когда мы прославляем Господа, мы не только открываем свое сердце, мы открываем также и свои уста. Да? Плод наших уст, это значит, открываем свои уста, не только наше сердце. Поэтому давайте откроем и наши уста, и наше сердце. Пусть все прославляет Господа. Это очень важно. Когда мы открываем свои уста, то тогда как будто бы Царство Божие через наш рот входит в наше сердце. Это так по-простому, как на детском служении. Ты свет на моем пути, ты путь, по которому я идти. Как рыбам нужна вода, ты согреешься, я в тебе нуждаюсь я всегда. Ты свет на моем пути, ты путь, по которому я идти. Как рыбам нужна вода, ты согреешься, я в тебе нуждаюсь я всегда. Всегда, всегда. Дай, Господи, скажи.
планеты сотворил своей любовью, а в сердце дал желание знать тебя и быть с тобою. Но в сердце только ты, но в сердце свет твоей любви. Ты свет на моем пути, ты путь, по которому мне идти. Как рыба нужна вода, и небеса, как тебе пытаюсь себя. Ты свет на моем пути, ты путь, по которому мне идти. Как рыба нужна вода, и небеса, как тебе пытаюсь себя. Всегда, всегда, всегда. От ворот моего пути утопилась душа моя. Где и били светом жизни для меня. Свет моей души Иисус, любовь озари. Свет на моем пути, ты путь, по которому я идти. Как рыба нужна вода, и заберется, как тебе нравится всегда. Свет на моем пути, ты путь, по которому я идти. Как рыба нужна вода, и заберется, как тебе нравится всегда. Всегда, всегда, всегда. Ты свет на моем пути, ты путь, по которому мне идти. Как рыба нужна вода, за небеса, как тебе нравится всегда. Ты свет на моем пути, ты путь, по которому мне идти. Как рыба нужна вода, за небеса, как тебе нравится всегда. Всегда, всегда, В Слове Божьем написано: воскликните Господу гласом радости. Вот здесь первые ряды. Воскликните Господу гласом радости. Иисус, мы славим Тебя! Мы славим Тебя, Господь! Славим, славим, славим! Ты свет на моем пути, ты путь, по которому я идти. Как рыба нужна вода, небеса, как тебе нравится всегда. Свет на моем пути, ты путь, по которому я идти. Как рыба нужна вода, небеса, как тебе нравится всегда. Господь, мы нуждаемся в Тебе, потому что Ты есть жизнь. Ты есть любовь. Нуждаемся в любви, Господь. Ты наш Отец. Ты наш любящий Отец. Ты наш Творец. Ты наш Ава Отче. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Нуждаемся в Тебе. Нуждаемся в Тебе. Нуждаемся в Тебе. Аллилуйя. Проблем не будет никогда, и прочь мчится суета. Папа дома, и боли в сердце больше нет, на все вопросы есть ответ. Папа дома, ой, папа дома, папа дома.
Мы будем знать, что Он любит нас и никогда не предаст никогда. Папа дома, от сердца к сердцу разговор, тьма не прорвется ни за что тогда. Папа дома, ой, папа дома, папа дома. Мы будем знать, что Он любит нас, никогда не предаст никогда. Папа дома. И будут песни в доме том, и радость в сердце лишь о Нем тогда. Папа дома. Аллилуйя, Твою благодать не могу я понять. Твоя благодать, Отец, неисчислима. Сколько дней, сколько лет я одетый согрет, сотню раз мои след прошли, Господи, мимо. Благодать, благодать Твоя, Отец мой, льется на меня, льется от престола через кровь, через кровь Христа я каждый день живу. Благодать новой, благодать, благодать Твоя, Господь мой,
благодати новой, благодатью Твоей становлюсь я сильней. Она утешает и меня поднимает, благодатью живу, благодатью дышу, благодать образ Твой меня преображает. Благодать Твоя, Отец, льется на меня, льется от престола через кровь. Через кровь Христа я каждый день живу. Благодать новая, благодать. Благодать Твоя льется на меня, льется через слово, через кровь Твою, Господь. Через кровь Христа я каждый день живу. Благодати новой, благодать Твоя, благодать Твоя, Господь, льется, на меня льется благодать. Благодать Твоя, Господь, льется на меня, она льется. Включите свое воображение, насколько вы можете, и представьте, что благодать, она как реки воды живой. Она просто не сходит от Господа. Она льется в изобилии на твою жизнь каждый день. Слово Божие говорит, что мы спасены по благодати. Через веру в Иисуса Христа. По благодати. Ты спасен по благодати. Это дар твою и мою жизнь. Его благодать явилась через Иисуса Христа. Спасительная для всех людей. По благодати мы живем. По благодати движемся и существуем. По благодати мы живем. По благодати движемся и существуем. Отец, спасибо за благодать Твою. Поклоняемся Тебе, Господь, за то, что мы спасены. Мы помилованы по благодати Твоей. Не от дел наших, чтобы мы не хвалились, но по благодати Твоей. Мы дети благодати. Мы помилованы Тобой, Господь. Какое счастье быть детьми, Божьими детьми, Божьими детьми. Мы Божьими детьми, Божьими детьми, Божьими детьми. Аллилуйя. Аллилуйя. Дух благодати, милости, Дух Святой. Мы благословляем Тебя, мы почитаем Тебя. Мы почитаем Тебя. О, Отец. Господь. Аллилуйя. Слава.
Слава тебе. Просто ты в поклонении, ты от Духа Божьего. Ты. Говори Господу, что ты хочешь его больше. Если ты желаешь Бога больше, просто признавайся, открывай свое сердце. Господь, я хочу знать Тебя, так как Ты познал меня. Я хочу познать Тебя, так как Ты познал меня. Господь мой. Я хочу быть, Господь. Я хочу быть, Господь, ближе к Тебе. Hallelujah, glory, 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 glory. Не надо ничего, лишь бы был ты рядом, Бог. Ты моя награда, быть с тобою рядом, окружен тобою и твоей любовью. Нет цены награды, быть с тобою рядом. Ты для меня все, ты для меня все, ты для меня все. Иисус, ты для меня все, ты для меня все, ты для меня все. Иисус, ты для меня все, ты для меня все, ты для меня все. Ты для меня все, ты для меня все, ты для меня все. Откровения твои открывают все пути, и живое слово исцеляет снова, и желание мое быть всегда в твоей любви. Одного прошу тебя, приди. Ты для меня все, ты для меня все, ты для меня все. Ты для меня все, ты для меня все, ты для меня все. Ты для меня все, ты для меня все, ты для меня все. Ты для меня все, Господь, ты для меня все, ты для меня все. Ты для меня все, ты для меня все, ты для меня все. Ты для меня все, ты для меня все, ты для меня все. Господь, ты для меня все, ты для меня все, ты для меня все. Ты для меня все,
Ты для меня все, ты для меня все. Пусть придет осознание, Господь, что Ты все Тобой движется и существует. Пусть придет глубина, Господь, глубина сознания в каждое сердце, что мы Тобой живем, Тобой движемся и Тобой существуем, что все от Тебя, все в Тебе. О, Господь, о, Господь, какой ты прекрасный, Иисус. Ты для меня все, ты для меня все, ты для меня все. Мне не надо ничего, лишь бы был ты рядом, Бог. Ты моя награда. Будь с тобой рядом. Мне не надо ничего. Лишь бы был ты рядом, Бог. Моя награда, самая большая, мы с тобой рядом. Да, Господь, ты моя награда, ты моя награда, Иисус.
Иисус. Ты моя награда. Ты моя награда. Ты моя награда. Мой Бог, ты моя награда. Господь, ты моя награда. Святой, ты моя награда. Бог благой, ты моя награда. Иисус, ты моя награда. Ты моя награда. Друзья, давайте похлопаем Господу.